Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Добрый день, доброе утро, добрый день, здравствуйте. Спасибо, что зашли сегодня к нам в гости. Меня зовут Светлана, и у меня 11 прекрасных детей и муж Иван. Ну, можно по-другому сказать, у нас с мужем 11 прекрасных детей. Это для тех, кто только с нами знакомится. Сегодня у меня очень много планов. Планы разные. Сейчас готовлю кушать. Время, в принципе, сейчас без 10-9. После второго урока надо забрать Ульяну, Ванечку маленького и Рому. Ульяне с Ромой надо к окулисту съездить. Мы записались платно. Я буду заниматься делами и рассказывать. Одену перчатки, потому что сейчас ехать, а специи разные, чтобы руки не отмывать потом. К окулисту записались в платную клинику, окулист приедет. В общем, целая беда у нас в городе с окулистом. Да, девочки писали, что в Майкопе есть. До Майкопа целый час ехать. Можно и здесь, в принципе, то на то по деньгам и выйдет. Можно и здесь сходить, если приезжий. Посмотрим. Если окулист нас устроит, то, в принципе, почему бы и нет. Начинаю делать голени. Сейчас я их буду мариновать. Не разрезала, ничего не делала. Я люблю, когда они целенькие. Когда вообще ни надрезов никаких. Они и так хорошо пропитаются. Для этого беру... Я люблю добавить побольше паприки, но у меня не оказалось паприки. Поэтому сегодня совсем маленькая ложечка куркумы. Для такого золотистого цвета, для красивого. Дальше хорошо посолю сейчас. Хорошо прям посолю. Вот. Хорошо посолю. Тут у меня в ступочке сухой чеснок, можно и не сухой, и перчик, чеснок и перец. Сухой чеснок и перец. Я все напишу. Соевый соус. Ой, сейчас посмотрю, сколько на такое количество добавлю. Да, 3 ложечки хватит на такое количество, 4. У меня много курочки, поэтому я все побольше добавляю. Оливковое масло добавлю ложку столовую. Можно просто взять подсолнечное, можно просто взять кунжутное, а можно 2 у меня много. А можно просто взять оливковое, но я хочу их смешать. Мне нравится именно, когда я курочку делаю, я смешиваю. Кунжутного я оливковое и подсолнечное 1 дозу кладу, добавляю, а кунжутного вот его побольше здесь. Получается вот на 2 дозы делю, и вот кунжутное масло, вот так, ну еще ложечку. Много у меня курочек, не 10, не 20. Не знаю сколько. Много. Не считала, правда. Выложила. Так, дальше. Кетчуп. Это вот этот мой кисло-сладкий. Дети открывают. Так. Это томатный. Можно просто острый томатный. Паприки у меня нет, поэтому я добавляю кетчупы. И с паприкой я тоже кетчупы добавляю. Хорошо, чтобы прям. И обязательно добавлю мед. Так как у меня много, я добавлю 2 столовые ложки меда. Ну, а так, когда ножек 20, 1 столовая ложка. Так. Это убираем. Ясное.
И, в принципе, осталось добавить масло подсолнечное. 2 ложечки. Все. И теперь я перемешиваю. Я думаю, что соли маловато я насыпала. Сейчас сама руки в курицу засунула и поняла, что у меня ее много. Все. И так курочка постоит, 30 минут сейчас постоит. И буду, буду жарить. Паприки бы побольше. Тогда она... ничего, куркума тоже цвет даст. Мало, маленькую ложечку положила. Надо нормально. Цвет куркума тоже. И вообще все ингредиенты дадут цвет. Красиво. Все, закрою обычной крышкой. И оставлю на 30 минут настаиваться. Сейчас без 5 до 25 минут, пусть оно хорошо постоит. Пока у меня настаивается курочка, я хочу сделать булочки. Наши булочки по 9 копеек, которые были раньше. Здесь у меня приготовлена мука, 2 порция. Я вообще сегодня 4 порцию буду делать, поэтому буду говорить, у меня уже время нету. Ванильный сахар высыпаю, сколько мне надо. В рецепте оставлю, сколько я добавляю. У меня здесь 2 порция, 4 порцию буду, 2 подряд сделаю. Так, дальше... Теплое молочко, я сюда свои знаменитые дрожжи высыпаю. Это не реклама, это мне очень нравятся эти дрожжи воронежские. Пусть постоят чуть-чуть. Так, теперь соль. Сразу оставляю, буду сразу еще. Так, сахар. Все отмерила сразу. И яйцо. Но мне надо будет 2 яйца. Они у меня такие небольшие, курочки мои несут небольшие яйца. И 2 белочка. А желточки я тогда уберу сейчас, чтобы потом поставить еще другое тесто. 2 белочка. Раз. И сюда белочек. Оп. 2 порция, да? Так. И... Смотрите, только минуточку стоит, и уже началось все пузыриться. Хорошие дрожжи. Все. Не буду ничего руками замешивать. Ставлю свой стационарный миксер. Добавила все продукты, кроме сливочного масла. Я его буду вбивать. На маленькой скорости перемешаю пока. Пока перемешивается, я делаю заготовку для второго замеса. В кастрюльку переложу, пусть дрожжи чуть-чуть подходят. Здесь я уже мука, сахар, теперь соль. Здесь тоже 2 порция. Также соберу сюда 2 яйца. И 2 белка. Давно не делала булочки, пирожки, лепешки. Да и вообще сейчас никакого мукбанга не получается, потому что почти всегда за столом чужие люди. Идет стройка, и мы приглашаем нашего Давида к нам. Не всегда он с нами, но часто. Поэтому... не получается мукбангов. То есть до обеда готовлю, пока приготовлю, посажу кушать всех. Все садятся, кушают. И так каждый день. Так, надо уже ускоряться. Все. Время уже нету. Посмотрела на часы, уже за детьми лететь надо. Иван полетел за детьми. А я буду окорочка выкладывать свои. Не окорочка, а бедра. Так, посильнее включу. Масло начинаю добавлять. А, вот у меня есть.
Побольше растворяется пусть. Запах какой стоит. Ой, какой вкусный запах. Как время быстро идет. Только смотрела, столько было уже. Раз. И по-другому. Так, вот так. Еще сейчас и не влезет. Придется другую форму еще доставать. Ну, конечно, не влезет у меня тут. На 2 противнях. Так, и вот такие стеклянные поставлю. Так, у меня здесь остается сок. Я потом, когда 10 минут останется, я достану и помажу. Все это я убираю уже. У меня духовка разогрета на 200 градусов. Вторую духовку тоже поставила разогревать. Ну так, на маленький поместится все. Такая красота получается. Шикарная. Все убираю. И еще потом, когда 10 минут останется, еще кисточкой смажу. Такая вот красота. Убираю в духовку. Говорят же, что леди из высшего общества, у них делают себе духи едой. Так вот, мне делать не надо. Это я сегодня выключу курицу и сразу полечу с детьми к глазному. Я и так буду как леди из высшего общества. Да, Владик? Ложку туда замешала. Да, Владик? Ложку замешала. Ой, на Владика отвлеклась, ложку замешала. Ой. Сейчас масло должно хорошо-хорошо втереться. Поздоровайся с людьми. Владик спускается часто, Валера, Владик. Перекладываю это тесто я в эту кастрюльку. И следующее тесто. Поздоровайся, Ваня. Подожди, он себя не видит. Видно его? Да. Ваня пришел со школы. Сейчас поедем в больницу. Да? Так, а мама на булочки ставлю тесто. Вон курочка в духовке пекется. Да. Ой, тесто какое вкусное. Да. Будут вкусные-вкусные булочки. Сейчас отставим это сюда. Мне главное успеть быстро поставить тесто. Мне еще документы надо пойти кое-какие подготовить. Так. На маленькой пусть... Сейчас я руки помою. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Все, тесто шикарное получилось. Вкусно, в 2 кастрюлях. Соединять не буду, пусть подходит. Здесь двойная порция и там двойная порция. У меня оставалось много, ну у меня прям много. Если бы еще паприка была, было бы ярко так. Я еще хочу пропитать каждую свою шикарную голень. Голень, чтобы она еще
подпиталась и тут, и уже 30 минут она попеклась. Хочу ее подрумянить еще. И еще на 10 минут уберу. 40 минут для нее достаточно. Шикарные. И сейчас еще достану тот противень. Этот поставлю, а тот достану. У меня здесь и острый перчик. В остром кетчупе был. Тоже кетчуп острый добавляла сюда. Снежанка стала часто уходить по утрам одна, с подружками встречается. Еще они вчера возле больницы нашли щенят. Сколько она сказала там штук? 11 щенят. И вот она сегодня 2 пачки корма взяла и пошла кормить. 11 щенят, представляете? И папа потом, когда вез детей в школу, сколько их? 4 человека шло? Да. 4 человека, говорит, с подружками шла. Ну вот такая красота, убираю еще в духовку. Это все, что осталось от курочек, которые мама делала. Ульяна сказала, что... Какая курочка? Ульяна говорит, я бы еще съела. Я говорю, ну иди ешь. Она говорит, у тебя особенно вкусная. Какая? Особенно вкусно. Прибежали только, а Каспера гуляли. Максим, Костя, Ваня остались на поле. Съездили сегодня в город. Прошли, заказали очки. Здесь я размешала желтки с заваркой. Не с молоком, не с водой, а с заваркой. Аккуратненько сейчас намажу. Все. И убираю булочки свои. Съездили, заказали, вернусь к нашей поездке, заказали очки Роме, очки Ульяне заказали. 2 недели ждать целых. Но я довольна, что мы это сделали. Прием у врача стоил 1300, 2600. Быстро прибежали, накрыли стол, с крыши всех сняли, кормили, кто работал, сами все ели. Со школы приходили дети, пришли все на эмоции, набрали еду, побежали щенят кормить. Щенят, все кормят теперь щенят. Говорят, у них маму задавила машиной. Там еще другая собачка какая-то их объедает. В общем... Целая история. Целая история, да. Дома все продукты. Что было приготовленное такое уже? Там омлет. Ну, все, что такое было. Утром Снежана носила кошачий корм. Жидкий, 2 пакетика понесла. А потом, когда я узнала, то, что мамы нет, говорю, о, что им эти 2 пакетика? Ну, она говорит, ее подруга Виолетта. Хорошо, молодцы. Поиграли хорошо в футбол. Футболисты пришли. Не взяли кассу. Умывайся, иди сразу. Давай. Куда врезался? В колючки. Ой. Да. На Озон пошли. Что-то получать их папа отправил. Духовка на 180 у меня нагревается. Сейчас 15-20 минут, минут 18 они будут запекаться и будут дети пить. Как раз после... Они у меня сегодня уроки не делают. Вы сделали уроки? Не делают. С Каспером гуляем, Монику выгуливали, что только не делаем. Ульяна сухофрукты нарезала. Завтра 2 будем выгуливать. Завтра 2 будем выгуливать, не говори, папа. Все уроки делать, а эти еще и на Озон убежали. Еще уздечка пришла одна, папа 2 уздечки заказывал. Вот какую-то уздечку Снежана с Анютой на Озон убежали получать.
такие нежные. Ваня уже маленький, 2 или 3 раза зашел. Можно булки, можно булки. Какие нежные. Отличные булочки. Вот так закончился мой день сегодня. Сейчас пойду высаживать хризантемы. Ждем любимую свекровь домой. Дорогу цветами украшаем. Бабушка через 4 дня домой к нам возвращается. Красоту наводим. Подержи мамин телефон, унеси его. Корни мне так и не показали. А Максик куда-то ушел. Джессика! Джессика! Ты зайчик! Хорошая собачка, хорошая. Да ладно. Хорошая собачка. А тут Каспер. О, как делишки? А Снежик с булочкой ходит. Сюда. Ага. Уноси, конечно. И бумажка вон. Вот бумажка. Смотрите, как у меня. Отходите. Бимка, Бимка. Как дела? Все хорошо? Да, моя лапочка. Ты пчелоуловитель поставил? Ага, удалить. А, пчелоудалитель? Ну, внизу стоит. Поставил Иван пчелоудалитель, чтобы пчелки к нему не лезли. И снимает, как они называются, Иван? А? Магазины убирает. Да. Магазинные надставки. Магазинные надставки, вот которые сейчас еще откачиваться будут. Уже целую кучу он их насобирал. Сейчас будет еще мед откачивать. Вот они прям. Пчелки по ним лазят, все полные в меду. Да, это вот все мед. А туда к пчелкам Иван не лезет вообще. Там все полно, все хорошо. А эти магазинные надставки, они, эти, да, правильно? Да. Они все равно пропадут. Их разворуют, растащут. То есть пчелки ими не кушают. Правильно говорю, нет? Да. Ну, я на своем языке. На зиму. Что делают? Гнездо на зиму сокращается. Чем меньше
как бы улик, тем им теплее. Да. Чем меньше улик, тем пчелкам теплее. Поэтому в эти магазинные надставки они даже не лезут. И их пчеловоды убирают. Я не пойму, а здесь их сколько у тебя? 5 штук, да? Да. Сколько их? А тут еще полный стоят. Полные еще стоят. Ой, еще сколько. Сейчас откачиваться еще будет, так что мед еще, разнотравье, все подряд. То есть пчелки, где ездили, везде собирали. Уже давно Иван не откачивал. Здесь у него помощники стоят в очереди. У нас так. И попробуй только очередь не соблюдай, да? Отдай вперед, попробуй кому-то. Работнички. Итак, прошел день, что мы за день только не делали. И сколько еще мы вам не показали. Здесь я хотела обратить внимание, сколько у меня птиц. Это какой-то кошмар. Это здесь индюки, здесь утки. Рома вычерпывал бассейн и заливал, потом перелил воду. В общем, ну им это только в удовольствие. Со временем вода, которая рядом с бассейном, уйдет. Ну им покопаться, там же земля, они там копаются, им прям всем нравится. Утки прям удовольствие получают. Во-первых, от чистого бассейна, он уже не чистый, только залитый. Они намываются все, они тут всей компанией, в общем, мылись. Красота! Сколько в этом году птицы, считай, птицу в этом году курочек, не сушек, только покупали, а так никого. Но курочки уже и сами нанесли. Это вот переносим очередных цыплят в последнюю комнату, там, чтобы они, их 8 штучек всего, чтобы они побыли там, потому что в ящик сегодня хотим посадить курицу. Села курица опять на яйца. Ну, что делать? Ну, перенесли ее вместе с яйцами туда, посадили. Одна курочка у нас с 18 цыплятами тоже в ящике сидит, с маленькими, но эти уже подростки. Весь двор в птице. Сначала думала, что не буду на следующий год. Гусей уже не держу, видите, думала, не буду держать уток. Ну, а в этот раз готовила, да так ее вкусно разваривала утку. И Иван даже подумал, что это говядина мясо. Думаю, нет, буду время сейчас такое-то. Она ходит, эта птица, и на душе спокойно. Дети сытые, да? Это индюки мои. Моника порядки ходит, наводит. Все, что, в принципе, планировали, сегодня сделали. Очень благодарны вам, что вы заходите к нам, что знакомитесь с нашей семьей, поддерживаете нашу семью, что постоянно пишете хорошие комментарии. В принципе, ничего плохого не пишете. Это крыша наша, она уже такая красивая вся становится. Делаем ее большую, потому что все-таки решили уже вплоть до балкона на ней делать. Но это уже позже будем показывать. И санузлы, и комнаты, все там будет. Но это будет все постепенно. Главное сделать большой каркас. Буду заканчивать свое видео. Хочу вам сказать огромное спасибо и до свидания.